Ого! Для кого мы работаем? На бандитов. Нифига себе вопрос. Он должен быть финансово грамотный. Президент такой гигантской империи, как Россия. Очень серьезная ситуация, положение. Российская действительность не воспитывает таких людей. Самое главное понимание. Это самое главное, да. После Путина Кадыров. Дмитрий. Лучше Путина оставить. Какими качествами должен обладать будущий президент России? Целеустремленность, забота о гражданах и понимание. Самое главное понимание. Ну и твердый характер. Как бы на этом все. А вы как думаете? Воздержусь. Артема снимают? Я не отвечу на этот вопрос. Нам нельзя отвечать на такие вопросы. Мы тоже журналисты, просто мы не очень готовы. Умом, смелостью, решительностью. Я думаю, так. Добротой, Добросердечием. милосердием, состраданием. Также он должен быть финансово грамотный. Это самое главное, да. Ну, честностью, порядочностью, нестяжательством и бескорыстием. Молодой, добропорядочный гражданин. Российской Федерации, желательно русской наружности, желательно с высшим образованием, юридическим, экономическим, большим, ну не с большим, с нормальным опытом. Как вы думаете, появится ли такой человек на горизонте? Нет, такого человека нет. К сожалению, нынешняя российская действительность не воспитывает таких людей. Как думаете, почему? Где вся конкуренция? Ведь 140 миллионов граждан, в любом же случае среди... Лидирует конкуренция. Хорошего дня. Власть, собственно, захватили, имею в виду частники, заводы, железную дорогу, газ, нефть. Все захватили власть бандиты. Это доподлинно известно, почему с этим не борются. Непонятно, зачем отдали это государственное все дело, отдали в руки непонятно кому. Вот это обидно. И мы работаем, на заводе, допустим, работаю, вот, он на Микояновске колбасу делает, я для народа работаю, вот. А вот чтобы пришла какая-то комиссия от Собянина или от Путина, посмотреть, как люди, в каких условиях работают, сколько зарабатывают, правильно все это ведется или нет, никто на это не обращает внимания. Абсолютно мы никому не нужны. Это везде, я так думаю, абсолютно везде. Вот обидно. Вот и подумай, для кого мы работаем. На бандитов. Как думаете, изменится ли у нас когда-то что-то в стране? Она уже идет, а война нужна глобальная. Это не месть, это должна быть перестройка такая. В обществе и, естественно, выше. Будущий президент, конечно, Путин. После Путина все же не вечны. После Путина Кадыров. Кадыров Рамзан должен быть следующим после. Почему? Потому что Ахмад сила. Потому что он хорошо правит, он будет хорошо править страной и, он знает все, как хорошо. Глава, я считаю так. Пусть он тоже президент. Я считаю, он следующим должен быть Кадыров Рамзан. Нифига себе вопрос. На данный момент, скажу вам честно, Владимир Путин меня устраивает. А будущий президент, ведь никто не вечен в этом мире. Вот, какими качествами должен обладать будущий президент? Вот кого бы вы хотели видеть, что бы вы хотели видеть в стране в будущем? Дмитрий Медведев. Так уже видели. После Владимира Владимировича. Не знаем. Мы около президента не были. Честностью. А еще? Из народа, наверное, больше всего, который почувствовал уже, что сейчас очень тяжело. Сейчас очень серьезная ситуация, положение. Надо его прочувствовать. И не делить, как говорится, свои дети и чужие дети. Они все наши. Стратегическим мышлением. Стратегически. Брать комплексы. Явление в комплексе, чтобы понимать не только частные, видеть общие тенденции.
и для безопасности России, и для процветания. Будущий. Будущий. Ну, он должен, наверное, любить Родину как истину некоторую, потому что Родина — это явление мистическое, безусловно. Вот, следовательно, человек должен быть инспирирован сакральным, безусловно. Еще. Ну, желательно просто, чтобы иерархия ценностей некоторая была не позитивистского характера, вот, чтобы какие-то явления уровнем повыше, чем просто персональные жизни человеческие, стояли на первом месте. В том числе там, и его жизнь. То есть, как говорит философ Евгений Ничкасов, суверен — это тот, кто приносит себя в жертву. Вот, приводя в пример мифологические различные объяснения. Вот, в этом смысле, конечно, президент такой гигантской империи, как Россия, ну и, собственно, любой другой гигантской империи, должен как раз-таки являться таким же суверенным, несмотря на то, что по букве закона он является всего лишь чиновником. Путина. Да, Путина. Ну, а качества какие должны быть? Такие Ну, Путин же, же, как у Путина. Путин же не вечен. Вечен. А какие Он качества? молодеет, вы не видели? А- У нас родинка вверх пошла. А какие качества у Путина? Хороший лидер. Да, хороший лидер. Серьезно? Да? А новенького что-нибудь не хотели Не. поглядеть? Лучше Путина оставьте. Да. Какими качествами должен обладать будущий президент России? Честность. Быть верующим человеком. Нет, ну, мне кажется, это не обязательно. Главное, он Решительность, понимать. да. Понимающим человеком и, конечно, морально, высокоморально. Я не буду вам отвечать на этот вопрос. Ого! Честность. Желание развиваться должно у него явно. Ну, наверное, вот эти два качества — это самое главное. Вот. А может, еще какие-то есть? Наверное, я не знаю, как это правильно называется, актуальность. Это он должен понимать народ и понимать, что происходит у народа, и быть к нему приближенным. Какими качествами? Я думаю, что нужно правду людям говорить. Правду людям говорить. Честен должен быть. Вот. Ну и исполнять, соответственно, то, что говоришь. Какими качествами должен обладать будущий президент России? Ну, точно не быть убийцей украинцев и наших российских солдат, граждан, которые отправляются на это бессмысленное. Вот. И всем нормальным качеством обычного президента демократической республиканской страны. Вот. Собственно, все. Он должен быть добрым, ответственным и остальными хорошими качествами. Ну, однозначно лидерскими. Ну, какие у лидера есть качества? Неравнодушие, разумеется, проявлять должен. То есть слушать людей и что они хотят. Вот. Что еще? Он должен отвечать за свои слова, я думаю. Нести ответственность. Да. То есть должен быть ответственным. Хотели бы какого-то еще президента в своей жизни посмотреть? Ну, я думаю, будет время. Посмотрим. У нас вся жизнь впереди. Как она изменится, мы не знаем. Какими качествами должен обладать будущий президент России? Сложно сказать. Будет же когда-то другой президент. Ну, когда-то будет. Но я думаю, что теми качествами, которыми он должен обладать, он вряд ли им будет обладать. Почему? Почему вот простого человека из народа? Почему вот мужа вашего не избрать? Но он не справится. Не получится. Думаю, что нет. А поменять у нас что-то получится вообще? Как-то вот что-то другое увидеть? Хочется надеяться, что получится. Да. Но не при нашей жизни. Как у Путина. Такие качества. Какие у Путина качества? Любовь к нам, к нашей России. То есть он должен быть такой же, как Путин. Да, я считаю, что такой же, как Путин. Потому что с Путиным мы все вопросы решим.